бежал. Сейчас жара просто, и стараются все в руки не лезть. Ну все. Ну прыгай. Самостоятельно, что девушки гордые. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье. Но вначале по болтушке. Сегодня, вы знаете, хотелось бы хоть как-то, хоть что-то сделать по ежедневному бритью. Но сделав одно видео и почитав ваши комментарии под этим видео, я понял, что самому так бриться, вот сейчас, вот, допустим, бриться каждый день, да, снимать все это на камеру и показывать, по большому счету смысла в этом особого-то нет. И ко всему этому я пришел, читая ваши комментарии. Почему нет? Да потому что у каждого свой путь, у каждого свой рецепт, у каждого свой подход к этому вопросу. Цель одна – каждый день выглядеть отлично, как будто ты брит, то есть свежим, чистым, ну и по возможности гладеньким. Но дальше, вот после этого финишного флага, если чуть-чуть в ретроспективу отмотать, то обнаруживается: кожа у всех разная, щетина у всех разная, физиология у всех разная. И причем хотелки у всех разные, и тараканы в голове у всех разные. То есть, короче, как обычно, все во влажном бритье. Физиология. Начиная от того, что человек раз побрился той же самой 89-й головой и 2 дня забыл. То есть только на второй день, там, после обеда, к вечеру у него что-то появляется. То есть вот такая физиология. И заканчивая физиологией, человек может 2 раза в день бриться. То есть он с утра побрился вот так вот, а к обеду у него там уже, а вечером вообще бахрома. То есть может быть и такое. Что же до кожи и до щетины? Тут тоже единого рецепта нет, потому что инструмент, которым парни все это делают, разнится чрезвычайно. От супер-пупер мягкого, от тех же самых Физер AC, ASD2, бабочка и же с ними, то есть в этой округе, и заканчивая такими хардкорами, вот в этой, он не хардкор, но тем не менее самый агрессивный, то, что парни назвали, это 6-я плита на Роквелле. То есть и так тоже бреются ежедневно. Это я все про ежедневное бритье говорю. Некоторые упоминали 89-ю голову, Розарак 37-й. То есть по сути инструмент у всех разный, лезвие у всех разное. Дальше. Как подходить к ежедневному бритью? То есть вот, как вот умные люди пишут, большого ума-то не надо 3-4-дневную щетину смахнуть и добиться дельфина. Да, тут я готов согласиться. Но я хочу в самом начале сказать, что многие, кто приходит в ежедневное бритье, еще не до конца понимают конечную цель ежедневного бритья. Тут необходимо, парни, соблюсти баланс. Почему многие люди уходят на мягкие станки, бреясь ежедневно? Дабы эпидермис не повредить, дабы избежать раздражения, потому что это очень мощная штука. Если вы каждый день себя скребете, то может и не выдержать. Это во-первых. Во-вторых, чтобы выглядеть хорошо, чтобы выглядели свежо. Но не забывайте, подавляющее большинство людей, кто бреется ежедневно, они даже не думают о том дельфине, который мы получаем после выбривания 3-4-дневной щетины. Когда у нас щетина уже достаточно отдохнула, 3 дня, мы ее сбриваем, да, конечно, нам этого дельфинчика вот так получить, на раз-два, потому что нам легче все это снять, кожа нам это позволяет, и волос как бы расслабился, а мы его тут и сбриваем. А вот когда вы каждый день бреетесь, и щетина у вас потихонечку вылазит, она еще не успевает расслабиться, она там чуть-чуть только децл выставила, и тут вы уже со станком, и только что вы это делали вчера. Понятно, что нужно будет привыкнуть недельку, там 10 дней, 2 недели, чтобы кожа адаптировалась ко всему этому. Ну и все равно, даже когда она адаптируется, вы будете выбриваться до той степени чистоты, которая вам позволит выглядеть красиво.
Но все равно, проводя рукой, вы сами будете осознавать, опс, здесь что-то осталось, опс, тут что-то осталось. И, как правило, это касается трудно вынимаемых лично у вас мест. У меня это вот эти вот части, вот они, и вот здесь вот маленько, ну и вот тут еще чуть-чуть. Это вот такие, знаете, самые-самые поганые для меня места. Вот там чаще всего у меня что-то остается. Ну, при условии, конечно, если я тороплюсь и бреюсь, или бреюсь каждый день. Почему я пришел к тому, что не надо мне на канале все это показывать? Потому что если даже я это сделаю, то это будет путь одного единственного человека. А мне бы хотелось, что все те видео, которые здесь вот выходят на канале, чтобы они были как-то не только эмоционально заряжены, но еще какую-то практическую пользу несли. Ну и толку, люди придут, посмотрят вот на одного человека, скажут, ну да, вот у тебя так, а у меня вот по-другому, а у меня не получается. Поэтому я, наверное, все-таки сделаю такое видео, но только одно. Сегодня мы с вами побреемся КРВ на плите C085 GAP, а уже в понедельник мы побреемся на плите, ну, еще не знаю, в комментариях подскажите, или A или A+. То есть самая-самая-самая такая мягенькая. Я еще сам не определился, на какой остановиться, потому что та, мне кажется, поровну. Ну, может, вы подскажете. Для чего все это? Плита C 0,85 GAP. Но это все-таки... Это хоть жить можно, это уже что-то можно сбривать, то есть это уже как-то вот средняя агрессивность, возможно, даже чуть-чуть повыше. Но хотя все-таки, наверное, все-таки ближе к средней агрессивности станков, поэтому мне это по кайфу. А вот после этого, когда уже будем сбривать маленькой, вот именно под этим видео и хотелось бы сделать акцент, потому что под предыдущим, когда я написал однодневное бритье, парни, по большому счету, вот еще одно такое видео, вот как я планирую сделать, и все. На канале тема однодневного бритья будет раскрыта, потому что благодаря вашим комментариям-то можно подчеркнуть такой кладезь информации. И вот все то, что я вам сегодня сказал в видео, это я взял с ваших комментариев. Вы сами, по сути, написали готовое руководство по бритью ежедневному. То есть и в конце даже вот Евгений вышел, вот так вот коротенько, и сам уже в принципе-то сценарий-то и накидал, готовый практически. Вот и выползли условия по ежедневному бритью. Станок подбирать, не давить. Станок подбирать. Совершенно верно. Если у вас кожа позволяет выдерживать мягкий станок, и вы не хотите, вернее, вы ее не хотите часто травмировать, и она у вас позволяет выдерживать мягкий станок, берите мягкий. Если она у вас позволяет средней агрессивности, берите средний. Чуть поагрессивнее, берите поагрессивнее. Что это вам даст? Мягкий и агрессивный, это он у вас меньше будет травмировать эпидермис, но и хуже будет сбривать. То есть те самые вот трудно прибриваемые места, которые у вас есть, вот там придется делать большее число проходов, потому что он мягкий сам по себе. Средним, естественно, поменьше, а такой чуть выше среднего агрессивный будет проходить еще лучше. Но не забывайте, что чем более выше агрессия станка, тем больше вы будете тревожить ваш эпидермис. Ну, во всяком случае, уже за бритье, ежедневное бритье 41 головой я вообще даже не слышал. То есть абсолютный максимум, который парни сами заявили, это через день. Да, такое есть. Но каждый день 41 головой я еще такого не слышал. Итак, первый пункт. Станок подбирать, не давить. Совершенно верно. Почему не давить? Потому что у вас или мягкий, или средний станок, пеньки сами по себе невысоки, и у вас будет соблазн надавить, дабы поскорее все это снять. Но делать этого не стоит, потому что вы это делаете каждый день. И если плюс ко всему вы еще будете давить, вы еще больше будете вгрызаться в эпидермис и будете тревожить вашу кожу. То есть ничего хорошего вы не сделаете. А, вы изрежетесь, б, вы хлопочете там, ну я не знаю, аллергию или раздражение, что у вас там будет. Короче, давить нельзя ни в коем случае. То есть потихонечку. 3 прохода это по-любому. И тут я с ним готов согласиться, потому что вот в том видео, которое я записал, помните, решил схалявить, а нет, у меня не получилось. Не спорю, есть люди, которые в 1 проход могут пройти, и в 2. Но тот 1 проход, который был заявлен в комментариях под прошлым видео, человек мотивирует тем, что я уже знаю карту своих волос, и в каждом месте я веду так, как надо. Я попытался представить это у себя на лице, и, честно сказать, у меня ничего не получилось. То есть у меня вот бывает, что вот очаговое такое, знаете, вот. То есть вот волосы кардинально вот в разные стороны, вот так. И если я буду вот как-то, нет, за 1 проход реально нет. То есть 3 прохода для меня, да, не давить и перед этим подобрать станок. За 3 прохода не давя, потихонечку, как обычно,
Вот это да, это я вот лично для себя примеряю, и лично для меня это подходит. Ну да, чтобы меньше травмировать кожу и больше снимать щетину. Особенно если она в различных направлениях, меня просто сейчас вот про меня рассказал. Тут важную роль еще играет, роль еще и мыло играет, но это каждое свое. Пока я нашел свой дзен в клинковой бритве, бреюсь обязательно после душа. Ну да, согласен с Евгением, тут мыло, конечно же, тоже будет играть роль. Но я думаю, что мыло для ежедневного бритья, оно ничуть не будет как-то отличаться для мыла, для бритья трехдневного. Потому что в любом мыле для нас самое главное скольжение. Если вы берете мыло, наносите на лицо, ставите станок, начинаете вести, а он у вас подпрыгивать начинает. Знаете, как вот проводишь по сырой резине, и у тебя вот этот эффект, то ты понимаешь, что у тебя нет скольжения, естественно, ты такое мыло нафиг убираешь. Но тут, ребята, будьте осторожны, потому что это мыло, вот выдавая такой эффект, оно вот лично у меня в моем опыте было, что вот сейчас выдает, а сейчас не выдает. С чем это связать, из-за чего? То ли станки разные, хотя они все металлические, то ли как-то раз сбивал так, а в этот раз сбивал не так, то ли с водоподготовкой лица. Вот тут я сильно в этом не разбирался. Если у вас были такие вот моменты, то скажите вот с вашей точки зрения, от чего это зависит. Проще всего сказать, это мыло хреновое. Ну да, можно и так. Но одно и то же мыло в этот раз подпрыгивает, резиновый эффект дает, а в этот раз нет. То есть я тут вот тоже хотел бы разобраться. По итогу в этом видео хочу сказать, что давайте сделаем еще одно видео по ежедневному бритью. Это будет сразу же после вот этого бритья, то есть по сути оно выйдет в понедельник. И, ребята, я вам буду чрезвычайно признателен, если все те люди, кто у нас бреется ежедневно, они выложат свои наработки, свои мысли, свои ощущения, свои впечатления, свое понимание сути этого процесса. Потому что на сегодняшний день оно у меня в голове складывается так. Мне нужно бриться каждый день. И если бы, допустим, я попал в такую ситуацию, естественно, я бы это делал для себя вечером. Почему? Вечером я, если буду это делать, я на 5 минут больше смогу уделить времени. Если утром это все бегом, вероятность оплошности, то есть какой-то ошибки возрастает. А вечером, пускай я на 5-10 минут пойду позже спать, но тем не менее я сделаю это более спокойно. Во-вторых, даже несмотря на то, что каждый день человек бреется, если бриться тышкой, бреясь вечером, у меня щетина начнет появляться где-то к обеду следующего дня. То есть это она для меня начнет появляться, я начну ее осязать. Визуально люди со стороны, они ее видеть не будут. И что-то более-менее серьезное уже появится только после работы. Хотя, возможны варианты. Если человек не успевает, если он может, все это делать можно и утром. Следующее, водоподготовка. Обычная водоподготовка, но не распаривать, дабы не сносить эпидермис. Возможно, сам для себя я даже стал бы практиковать и водоподготовку холодной водой, потому что она в этом случае нам будет играть как холодные тиски. То есть мы берем, зажимаем, хопс, и волос сбриваем. То есть, как бы, тоже варианты еще тот. Следующее, станок. Я уже понял, что мягкие не мои. Я бы, наверное, все-таки попробовал отталкиваться от средних или чуть выше среднего агрессивности, потому что мягкий для меня это баян. Я начинаю скрести, раздражение получаю, толку никакого. И кроме раздражения и как внутри, так и снаружи я ничего не получаю. То есть для меня нужен станок, который, знаете, я вот так лучше один раз, но снял. То есть это слан 37, возможно 89-я голова. Все регулируемые, да, они, конечно же, бы подошли. 41 мечта, но тут только губы раскатать, я бы ее и закатал обратно. Попытаться, возможно, попытался бы, но навряд ли бы я удержался дольше нескольких раз, потому что 41 все-таки хорошо снимает. Если говорить за Роквелл, ну да, у нас есть крутые перцы, которые на 6-й плите бреются, но себя к таковым я не причисляю. Я думаю, что, наверное, скорее всего, остановился бы где-то на 3-4, как-то вот так. Возможно, покомбинировав, это была бы даже 5-я, но не 6-я точно. 6-й я бы там, наверное, себе бы хорошо бы снес бы. А клинковая, но это верный путь к финишу, это верный путь и по правильной дороге. Если у вас есть время, если вы, как некоторые идиоты, не снимаете видосы и вам некуда торопиться, то понятно, что дорогу осилит идущий. То есть, если ты вот сегодня, 1 января, начал, к примеру,
то 1 февраля, 1 апреля, марта, мая и июня в любом случае ты уже получишь какую-то положительную динамику, и ты уже сможешь бриться нормально, по-человечески. За все это время ты пройдешь какой-то жизненный путь, и ты будешь прекрасно понимать, что ты хорошо, нормально, удовлетворительно бреешься клинковой бритвой. А почему нет-то? Потратить на это месяц, два, три, да это не жалко. Не жалко, ребята. У кого есть такая возможность, вы делаете. Молодцы, кто уже делает. Потому что на это инвестиция в самого себя любимого. То есть, одна беда, мы вас потеряем. Потому что все, кто ушел на клинковую, редко, очень редко, прямо чрезвычайно редко возвращаются на тэшку. Как правило, это дорога в один конец. На клинковую перешел, и все. Прости, прощай, дорогой товарищ, все. Ты уже не тяпочник, ты уже не мальчик, а не тяпочник, юный барабанщик. Все, он уже клинковый и будет бриться. Парни, по-хорошему вам завидую. Но мне пока не светит. Пока погожу. Ну и на этой такой веселой ноте хотел бы сделать одно маленькое объявление. Ребята, ссылки найдете в описании под видео. Дело в том, что сейчас на опасной бритве РФ, если под видео заглянете, там ссылка будет, очень большой розыгрыш. Там призов, вагоны, маленькая тележка, условия, насколько я понимаю, не очень-то и сложные. И все, кому интересно, просто пройдите, посмотрите. Как знать, может быть, ваш помазок, ваш станок, ваш там одеколон, шампунь, мыло, ну что там еще есть. Может быть, он там лежит и просто ждет. Слышь, ты будешь меня вообще забирать или нет? Просто сходите, посмотрите, может он там. Сходите, посмотрите, если его там нет, ну что, ну нет, значит нет. Ну вы хотя бы посмотрите. Пока-пока, до новых встреч, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Ну и пошли бриться.